Всем привет! Сегодня мы будем собирать осенний букет в оранжево-коричневато-бордовой гамме. Вот такой вот приглушенный. И сразу же скажу, что приходят вопросы по составу, по цене. Букет у нас сегодня будет не очень большой. По стоимости он получается до 3500. По составу у нас здесь 5 кустовых роз. Розы мы взяли короткие миксы, пятерки, вот такой вот оранжевато-коричневатый цвет у нее, двухцветный, вот видите. Дальше у нас роза с крупным бутоном, астрация, орхидея мини. Мы 3 штучки оставили на ветке, так вот, и оставшиеся посадили на пробирке, 4 штучки на пробирках. Также у нас здесь хиперикум желтый и целосия, и зелень. Мы будем использовать фисташку для придания объема и вот такую красивую необычную цветную синерею. Она к нам уже приходит крашеная, мы ничего самостоятельно, ни цветы, ни зелень никогда не красим. То есть мы смотрим, что есть на базе, и берем нужную нам в цвет зелень. Ну и как всегда мы начинаем с того, что мы выкладываем кружочек из фисташки, который будет являться как бы основой нашего букета, чтобы цветочки не стучались друг с другом, а затем разбавим это нашей крашеной красивой зеленью. Вот мы возьмем. С этой зеленью нужно быть аккуратной в том плане, что она красится. И сейчас приходит очень большое количество оранжевой, да, бордовой зелени, и популус красят, и синерею, и гуни даже, кстати, стали красить. Мы советуем вам осенью, потому что такая зелень приходит только осенью на базы, и мы все-таки советуем вам воспользоваться ею для того, чтобы действительно придать вашему букету краску, осеннюю тональность. Да, она очень прикольно смотрится. И есть разные еще оранжевые мелкие листики. Вот мы до этого показывали листья дуба. Также приходят просто итальянские миксы, очень красивые тоже по цвету, такие насыщенно оранжевые. То у нас еще гамма сегодня такая более благородная, именно приглушенная должна получиться. Но это по согласованию с клиентом. Так, ну вот еще у нас есть такая красивая веточка, она очень большая, да, по высоте. У нас букетик пониже, и, соответственно, вы можете посмотреть, как вы можете ее разрезать для того, чтобы воспользоваться наибольшим количеством веточек, чтобы у вас были наименьшие потери. Для этого вы берете цветочек, самый короткий, да, и пытаетесь вот таким образом приложить, чтобы понять, да, возможно ли нам использовать вот такие веточки. Ну, можно. И эту зелень мы уже ставим чуть-чуть повыше фисташки, она будет видна, вы не забывайте об этом. То есть она у нас даже будет чуть-чуть вылезать над розочками. И, соответственно, разбавляете вашу фисташку этой зеленью. Ну вот мы провели между нашей фисташкой эвкалипты, получили такую форму букета из зелени. Теперь начнем работать с цветком. Начинаем мы с вами с кустовой розы, для того, чтобы придать еще большую форму нашему букету. Соответственно, поставим мы ее чуть-чуть, будем стараться выше фисташки. 5 штучек у нас. Мы их Да. как расставляем? Мы их расставляем по квадрату. И, соответственно, одну из роз мы поставим с вами в серединку. Вот здесь вот розочка немножечко даже длинноватая для нашего стебля, потому что точка спирали как раз приходится на эту розу, поэтому мы можем сделать ее, поставить чуть-чуть пониже. Отдельно, да. Вообще старайтесь для невысоких букетов брать розу пятерку или пятерку-четверку даже. Она тогда не будет удорожать бюджет букета, потому что нет смысла иногда брать высокую розу в том же цвете, если есть что, и низкая, чтобы потом ее обрезать. Это влияет именно на конечную стоимость букета. Потому что очень много вы нам задаете вопросов по поводу стоимости, по поводу количества, по поводу того, как правильно просчитывать букеты.
И, по сути дела, здесь у нас в букете более-менее стандартный набор, то есть кустовая роза есть в каждом салоне, одноголовая роза есть, хиперикум, орхидея. Астрацию можно заменить либо на лизиантус желтенький, либо коричневые очень красивые приходят. А целосия, ну тоже я ее часто вижу в других цветочных магазинах, но если у вас ее нету, то можно либо брасику поставить, либо, в принципе, даже гвоздику, да, можно поставить. Ну, можно, да. Она тоже красиво будет смотреться, тем более, что гвоздика сейчас в очень красивой цветовой гамме приходит. Тоже есть и оранжевые цвета, и желтые, и именно приглушенные. То есть мы не делаем сейчас яркий осенний букет. Очень красивые астры приходят сейчас, если для любителей этого цветка, которые тоже подчеркивают. Георгины. Георгин. Ну, георгин очень капризный цветочек, поэтому с ним надо работать очень осторожно. Вообще мы можем, мне кажется, часами разговаривать с вами про цветы и предлагать вам разные вариации. И напишите нам, пожалуйста, интересно вам вообще во время сборки слушать все наши рассуждения, или вам интереснее именно сам процесс того, как составляется конкретный букет. Под музыку или молча. Да. Но такой букет действительно может собрать каждый и в любой цветовой гамме, то есть здесь можно просто играть именно цветовым сочетанием. Вот розы готовы. Красиво получается. Покажи на нас, пожалуйста. Нет, на нас. Угу. Ну, теперь можно дальше. Теперь мы начинаем дальше работать с крупными цветами, Это а именно с розой. У нас сегодня роза вот такая вот. Сорт называется Country Home. Я хочу от себя сказать, что для меня этот сорт розы, на мой взгляд, недооценен магазинами, потому что я его практически никогда нигде не встречаю. И почему-то флористы его очень редко используют. Хотя эта роза крайне стойкая. Она точно живет в районе 2 недель. Ну, Да. Что еще раз? У нее очень плотный бутон. У нее очень плотный, широкий бутон. Он очень медленно раскрывается, что, естественно, крайне важно для розничного магазина. Плюс у нее цвет не оранжевый, не ярко-оранжевый, например, как у розы High Magic, а именно приглушенный. Она чем-то напоминает розу Кахалу и розу Капучино. Немножечко такой схожий оттенок, но Капучино она более коричневая. Но у Капучино, например, очень высокая стоимость. Кахала тоже иногда приходит как пионовидная роза. Эта роза тоже имеет нестандартный бутон по своей закрутке, но тем не менее стоимость у нее обычная. То есть в районе 100 рублей, если мы говорим о четверке, и 120-140 рублей, если это пятерка. Плюс к этому она красиво сочетается и в оранжевой гамме, да, которая у нас сегодня. Мы ее также использовали и с персиковым, и с персиковой розовой гаммой. То есть она вообще по цвету крайне универсальная. Поэтому я призываю всех обратить на нее внимание и, возможно, именно сейчас попробовать с ней поработать. Потому что сейчас она вообще очень актуальна будет. Тебе нравится эта роза? Да. Красиво. И она такая крупная, она именно достойная. У нас даже наши клиенты и просто вот когда покупают там 7, 9, 15 роз, всегда обращают на нее внимание. Сейчас мы ее видим именно в начальной стадии, то есть у нее бутон закрытый, а она со временем еще будет очень сильно распускаться и, как я уже сказала, достаточно долго стоять. Она похожа на пионовидную, когда будет раскрываться. Все, розы все. Это все. Расставили розочки и кустовые, и одноголовые. И теперь перейдем к целосии. То есть мы с вами переходим к тем цветам, которых у нас по счету меньше в букете. У нас 3 целосии, напомню. То есть целосия такой необычный цветок, на него очень часто обращают люди внимание, и он бывает настолько в красивой цветовой гамме, что мы вам советуем его
использовать в ваших салонах, потому что он не дешевый цветочек. он не дешевый, но он необычный. То есть его можно, вот это тот самый цветок, который можно поставить вот так, вот так, вот так. То есть в зависимости от конфигурации, то есть у него нет, как правило, лица, да, как у розы, или хризантемы, или других крупноголовых цветов, поэтому его можно крутить, ставить по-разному. И цвета тоже очень, и горчичные оттенки под осень. Вот у нас сейчас и хаки оттенок под осень подходит, красное, бордовое, оранжевое, желтоватое приходит. То есть у целосии масса оттенков, и она действительно придает такую элегантность букету. Поэтому не отказывайтесь от этого, казалось бы, странного цветка, но в то же время... А ты их стараешься как, все три в центр хочешь Нет, сместить? я не хочу их сместить в центр, я просто хочу сформировать центр из 3 разных цветков. Посмотрите, у нас как бы в центр попали 3 разных цветка: кустовая, одноголовая и целосия. Ну и, соответственно, уже посмотреть, да. А за счет чего у нас такой здесь объем получается? Потому что цветов ведь не так, чтобы супер много. Ну, потому что, во-первых, мы сделали так называемую распорочку из нашей фисташки. Дейсенерея, в общем-то, считается крупной зеленью. Поэтому так и получается. И роза у нас, конечно, кустовая, очень ветвистая в этот раз, на ней много бутончиков. Она задала тоже нужный объем. А спираль влияет на объем букета? Конечно. Конечно, влияет. А как влияет? Если вы возьмете высоко спираль, то вы ограничите себя. Если вы возьмете спираль ниже, то у вас будет больший простор для деятельности, но в то же время вам потребуется большее количество цветов. Но здесь опять же такой момент. Оговаривайте заведомо с покупателем. Хочет он букет пошире, но с пустотами, или хочет он на ту же самую сумму букет поплотнее, чтобы казалось, что там больше цветов. Ну, это здесь... Что? Постоянный вопрос, когда покупатель говорит: сделайте мне букет пошире. Пошире. Например, у нас видят фотографию букета, который стоит 6 тысяч рублей. Но говорят, мы хотим примерно такой же объем, но вот у нас 3-4 тысячи. Мы говорим, хорошо, здесь букет максимально плотный, здесь нету зелени. Если вы хотите оставить прежний объем, тогда мы вам ставим зелень, а цветы будут выглядеть не так плотно. В принципе, зачастую люди соглашаются на это. В этом нет ничего такого, потому что у всех свои цели и свои суммы на букет. Но мы всегда задаем этот вопрос, чтобы потом не было момента, что а почему букет такой маленький? Или иногда, например, не нужен, наоборот, объемный букет, ждут небольшой плотненький букет. Вот мы поставили крупные цветы, целосии, розы, и переходим к орхидее. У нас, как мы говорили, одна орхидейка полностью сохранена на веточке, то есть мы поставили такую макушечку, поэтому мы поставим ее, соответственно, чуть-чуть повыше, чтобы были видны все цветы. Вот пускай она будет вот таким образом, да, и тогда вы увидите практически все 3 цветочка и никакой не потеряете. А все остальные поставили на пробирки. И мы ставим цветы на пробирку вот таким образом, как она смотрит в природе на веточке. И точно так же мы ставим букет. Мы не разворачиваем орхидею наверх. Мы ее ставим именно так, как задумала ее сама природа. И плюс именно так орхидея смотрится в букете по форме вашей композиции, потому что у нас все цветы, да, как бы смотрят из круга. В том числе и ваша орхидейка, да. Поэтому, когда мы видим орхидеи развернутые вовнутрь, конечно, все это имеет право на существование. Мы не отрицаем, можно ставить и так, но мы предпочитаем сохранить именно природную ценность цветка и поставить ее именно таким образом, как она была задумана природой. Тогда она смотрится очень естественно. У нас здесь такой оттенок тоже придает переходный.
Она с зеленью очень красиво сочетается, в то же время у нее желтовато-оранжевая серединка под розу. И в миксовых букетах в качестве совета лучше всего всегда смотрится именно мелкая орхидея, потому что вы знаете, что цимбидиум, он очень крупный цветок, и, как правило, он крупнее всех других. Поэтому, если вам хочется, если вам заказывают букеты с орхидеей, в качестве совета мы вам предлагаем использовать именно маленькие мини-орхидейки. Остался хиперикум и, соответственно, астранция. Сначала мы расставим хиперикум, потому что он нам поможет заполнить те пустоты, которые еще есть в нашем букете, или догнать где-то форму. Вот, предположим, здесь, да, нам нужно догнать нашу форму, мы поставим хиперикум. Мы поставим его и в серединку. Старайтесь, чтобы по рисунку у вас все цветы попадали именно во все части вашего букета. И в центральную часть, чтобы у вас были эти же цветы. И чтобы они были справа, слева от вашего букета. Чтобы, поворачивая букет, ваш клиент всегда мог увидеть абсолютно весь набор ваших цветов. Только в таком случае рисунок будет считаться и являться полноценным. Смотрите, да? Вот теперь нам осталось расставить только астранцию. Астранция очень капризный цветок, она не любит, чтобы ее отлучали от воды, и если вы ее получаете в ваш салон или магазин, постарайтесь ее одну из первых сразу поставить на воду. Хотя, если она чуть-чуть у вас и подвянет, вы можете сделать новый срез и поставить на чуть теплую воду, она сразу у вас отопьется. Но вообще она придает эффектность букету и воздушность букета, поэтому ставится она, как правило, выше всех других цветочков, для того, чтобы вот сохранить тот воздух, который она ему придает. Посмотрите, да? Вот вы ее ставите чуть-чуть выше, вот она такая будет воздушная. У нас тем более орхидейка чуть-чуть повыше, они перекликаются. Пустот вообще уже не остается в букете. Да, тут у нас не остается. То есть момент в том, что букет смотрится заполненным, но не плотным и не пустым, а именно воздушным. Потому что иногда в букете действительно проглядываются явные дырки, либо цветы не на своем месте. Не бойтесь экспериментировать, крутите букет, смотрите. Обязательно через зеркало проверяйте. Обязательно через зеркало проверяйте, где вам хотелось поставить тот или иной цветок, чтобы не было перекоса визуального, что... С одной стороны все цветы крупные и тяжелые. Да, с другой стороны вот просто не хватает какого-то воздуха. Поэтому старайтесь делать ваш букет всегда через зеркало. Готов. Мы собрали все наши цветы, которые были предусмотрены по бюджету. И получили вот такой осенний букет насыщенными красками. И сейчас мы его упакуем. Упаковывать мы сегодня этот букет по просьбе клиента будем вот в такой дизайнерский картон. В общем-то, это бумага, которая продается на оптовых базах для типографий. Она очень плотная. Сразу же хочу сказать, что работать с ней, на мой взгляд, крайне тяжело, потому что она и заламывается, и на ней видны все отпечатки. То есть вообще это сложная бумага для упаковки букета, но она очень хорошо держит форму, но в то же время с ней нужно быть начеку, чтобы она ваш букет не сузила. У нас здесь букет не очень большого объема, и это вдвойне сложнее, потому что если бы букет был крупный, то можно было бы прикладывать эту бумагу листами, и тогда бы точно на объем это никак не повлияло. Бумага эта продается вот в таких вот листах. Это ее минимальная плотность. Мы от этого листа с вами отрезаем квадрат, примерно квадрат, чтобы потом его еще разрезать на две полоски. Можно резать ножницами, можно резать канцелярским ножом,
Здесь, в принципе, кому как удобнее. Вообще, на базе, где продается такого плана бумага, даже предлагается сразу же резко, но поскольку всегда букеты разного объема, высоты, диаметра, то невозможно заранее предугадать, какой размер нам понадобится. Далее вот складываем квадрат пополам и снова разрезаем. Она, видите, еще очень сильно закручивается. Собственно, мне при упаковке букета в данной ситуации это никак не помешает, но если она у вас закручивается и вам это именно мешает, то тогда лист нужно перед началом работы вывернуть в другую сторону. Такой же совет могу дать по поводу крафта, который закручивается, либо который остается уже в конце рулона. Вот у нас получается два таких прямоугольника. Вот этот низ, где у вас есть зазубринка от ножниц, либо от ножа, мы его переворачиваем так, чтобы эта полоса оставалась внизу. И вырезаем примерно по центру на глаз, соответственно, вот такой вот уголочек. Уголочек, овал. Это в центре для того, чтобы сюда поместить стебель нашего букета. Вот, видите, получается два таких куска. Берем наш букет и прикладываем. То есть мы определились, что лицо нашего букета вот здесь, орхидейка справа. Прикладываем таким образом, чтобы первый угол, вот этот вот, получился у нас сбоку букета. Смотрите, здесь происходит такой момент, что я хочу обернуть эту бумагу по кругу, но вот эта вот полоса мне не позволяет, потому что я мало вырезала. Здесь нет ничего страшного, то есть вы берете и прямо уже отмерив, вы видите, что вам не хватает вырезанного кусочка, берете и отрезаете. Вот, два угла мы приложили. Чуть-чуть сузился букет в процессе, вы его расправляете, вот, чтобы он оставался воздушным. Видите, не сужаете упаковку. То же самое, если вам сложно, то можно здесь сразу же защипить бумагу степлером, чтобы она у вас уже не крутилась. Я это сделаю в самом конце. А теперь следующий угол прикладываем таким образом, чтобы он оказался на спинке нашего букета. Потому что сейчас у нас на передней стороне оказался шов, нам его нужно закрыть. Вот. Букет упакован. Видите, мы ничего не сузили. Если сужается, то расправляем. Все, вот мы букет на данный момент упаковали. Обратите внимание, я вот здесь внизу зафиксировала анкором. Можно опять же изолентой, можно опять же бечевкой, чем удобнее, но я советую либо анкор, либо изоленту, для того, чтобы ваша бумага не расползалась. То есть вам сверху будет удобнее по ней, вот именно по такой плотной, крепить ленту. Вот здесь я закрепила на единственный степлер, это у нас на задней стороне шов проходит, и внизу у меня вот здесь вот образовалось такое отставание, я подклеила на флористический клей. Можно на момент, можно на клей-карандаш подклеивать, можно на двусторонний скотч. Так, кладем наш букет. И вот такие две ленты мы приготовили тоже в тон букета, бордовую и коричневую. Прикладываем ленточки таким образом, чтобы закрыть анкор. Обмотали. Сейчас просто завяжем бант. Опять же, ленты вы всегда можете подобрать в тон букета, какие вам нравятся. Вот. Если у вас какие-то морщинки образовались на букете, вы всегда можете подлезть вот так вот
и выпрямить. То есть здесь фишка этой упаковки заключается в том, что образуется вот такая вот идеальная рюмка по форме вашего букета. Обратите еще раз внимание, что вот букет дышит, он не сжался, что немаловажно. Вы можете такой букет и в пленку упаковать, и в любую другую бумагу, которая у вас есть под рукой.